Приветствую! Вы на канале Реалистик PES. Большинство продолжают играть в PES 2021, и помимо вопроса, а какой же патч лучше всего скачать, игроки также нередко задаются вопросом, а какой геймплей лучше всего, потому что для 21 части Pro Evolution Soccer вышло и продолжает выходить необычайное количество геймплейных модов. Этим же вопросом задаюсь и я время от времени, когда возвращаюсь к 21 PES-ку. И поскольку я уже давно обещал запилить подобного рода ролик, сегодня поговорим о геймплейных патчах и какой из них наиболее всего приятно играется, ну и в целом какой бы я вам посоветовал. Сегодня рассмотрим 4 таких патча, и о каждом я расскажу поподробнее. Ваше же мнение касаемо геймплейных патчей я также буду ждать в комментариях под этим роликом. Не забывайте поддерживать это видео своей активностью в виде лайков и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Перед тем, как мы начнем, стоит сделать небольшое уточнение. Поскольку на нашем пиратском патче PES Rus не все геймплейные патчи работают правильно, в сегодняшнем ролике я рассмотрел геймплейные патчи, которые устанавливаются непосредственно через сайдер. Такие геймплейные моды у нас работают, а поэтому в сегодняшнем видео речь пойдет именно о них, а не о тех патчах, которые меняют оригинальный экзешник с 21 PES-кой. И первый патч, который мы рассмотрим, это New Gameplay Mod Patch by Alex. Один из неплохих авторов, который выпускает один за другим из геймплейных патчей. И забегая наперед, я могу назвать этот патч одним из фаворитов, поскольку при игре в нем сохраняется привычный тон оригинального геймплея, но при этом дополняется хорошими пассами. Как по мне, все геймплейные патчи нужно рассматривать именно что через пассы, потому что именно пасс определяет, насколько играбелен тот или иной геймплей. И у этого патча все отлично с пассами. Здесь не происходит такого, что зажимая кнопку пасс слишком долго или же наоборот слишком слабо, игроки отдают передачи наоборот, вопреки тому, как долго или мало вы держали кнопку. Пассы отдаются так, как вы это и задумываете, и это большой плюс. Также хочется отметить игру голкиперов с этим патчем, и во время игрового процесса они достаточно часто демонстрируют некоторые анимации, которые редко наблюдаются в оригинальной игре. То есть это не сказать, что какие-то новые анимации, просто с оригинальным геймплеем они возникают еще намного реже, нежели вот с этим геймплейным патчем. Что не менее важно, также учитывается и уровень команд, и каждая команда пытается сопротивляться вам, исходя из собственных сил. Нет такого, что слабые команды играют на уровне топовых, и поэтому пытаются оказать сопротивление так, как они это могут сделать, то есть исходя из рейтингов их игроков. То же самое касается и топовых команд. Они, естественно, создают уже больше сопротивления, и тут уже скорее вам приходится им что-то противопоставлять. Ну и в заключение, в этом геймплейном патче чувствуется намного меньше скриптовых моментов. Искусственный интеллект пытается создавать именно что разные игровые моменты. Они используют одни и те же забегания через фланги, перепасовки, прострелы, ну и так далее. Следующий геймплейный патч уже непосредственно пытается скопировать геймплей из eFootball 2023. Он так и называется eFootball Gameplay. И что можно сказать про него? Он и вправду привносит что-то похожее из eFootball непосредственно в PES. Однако в сравнении с предыдущим геймплеем, здесь искусственный интеллект уже создает мало разнообразных моментов во время матча, из-за чего возникают нули на табло, потому что и вы не всегда сможете реализовать свои моменты, не столько из-за себя криворукого, сколько из-за ваших футболистов. Пасы уже менее четкие, нежели в предыдущем геймплее, но в принципе как и в eFootball. И в движении самого искусственного интеллекта проглядываются комбинации, как в eFootball, а именно забросы на фланге, перепасовки и длительное удержание мяча около углового флажка и тому подобное. И в принципе здесь мне больше добавить нечего, то есть про этот геймплей я рассказываю уже намного меньше, нежели про предыдущий, поэтому и посоветовать я вам его не могу. В принципе, не скажу, что ужасен, но и ничего такого он в игру не привносит. Скорее, просто немножко ломает то, что уже присутствует в 21 части. То ли дело другой геймплей под названием Host Gameplay Limitless Enjoyment, версия 4. Геймплей уже чувствуется поживее предыдущих двух по своему темпу, то есть здесь игроки бегают чуть-чуть поживее. Но от этого пасы становятся более хаотичными, нежели в предыдущих двух модификациях. Искусственный интеллект активно бежит на ворота, но нередко медлит перед ударом, когда возникает момент, чтобы ударить по воротам, из-за чего возникает мало конкретных моментов. И отсюда возникает некоторый парадокс, вроде бы компьютер
который бежит на ворота, но по ним толком и не бьет. И в отличие от первого геймплейного патча, уровень команд слабо учитываются, и что слабые команды, что сильные команды, они одинаково бегут на ваши ворота и, в принципе, создают одинаковое количество моментов, потому что, повторюсь, искусственный интеллект с этим патчем редко бьет по воротам. Ну и закончим мы этот ролик последним геймплейным патчем в исполнении мейкера Holland под названием PES 2021 Storm Gameplay Mod. Об этом геймплейном патче я рассказывал еще около года назад в одном из роликов, посвященном мелким модификациям для PES 2021, и тогда я отметил этот геймплей с положительной точки зрения. И в принципе сейчас от своих слов не буду отказываться, потому что этот геймплейный патч действительно неплохо чувствуется в игре. За компьютером также не было замечено никаких аномалий, то есть он играет, пытается комбинировать, фалит именно тогда, когда это наиболее актуально во время матча, то есть нет такого, что искусственный интеллект постоянно норовится отобрать у вас мяч с ногами. Искусственный интеллект уже вашей команды также более отзывчивый, то есть активно предлагается под передачи, и в принципе геймплей оставляет приятные впечатления. Итак, подводя итог по всем 4 геймплейным патчам, какой же из них я вам посоветую? Скорее всего именно что первый и возможно последний, то есть в исполнении Алекса и Холланда. Хочется отметить, что первый геймплейный патч не столько глобально меняет геймплей от самих Konami, сколько пытается его улучшить, усовершенствовать, так сказать, отполировать. И этим он мне нравится, потому что, вернувшись к оригинальному геймплею 21 части после eFootball, он мне снова так понравился. И этот патч лишь удвоил все преимущества геймплея 21 части Pro Evolution Soccer. Четвертый же геймплейный патч, рассмотренный в этом ролике, уже чуть больше меняет оригинальный геймплей, но при этом не выдумывает что-то из потолка, а придерживаться этакой золотой середины. Как по мне, это тоже очень здорово. Ну а что насчет идеального геймплейного патча считаете вы, дорогие друзья? Обязательно отпишите в комментариях. Также в комментариях можете предложить другие геймплейные патчи, которые мы могли бы рассмотреть в следующем ролике. Не забывайте поддерживать этот ролик, если он вам понравился, приглянулся, ну или просто оказался полезным. Ссылки на эти геймплейные патчи я так или иначе оставлю в описании, поэтому скачивайте и проверяйте. Я всех благодарю за просмотр и вашу активность под этим роликом. Ну и желаю вам приятной игры с этими геймплейными патчами. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч!